Глава 12. Разбираясь в своих полевых записях, я натолкнулся на несколько любопытных вопросов. Это было 8 августа 1969 года. Мы с Доном Хуаном сидели в тени армады его дома. Я спросил: «Зеленый туман — это что-то вроде стража? Его тоже нужно преодолеть, чтобы видеть?» «Да, преодолевать приходится все». «А как мне преодолеть зеленый туман?» «Так же, как и стража, заставив его превратиться в ничто». «Что для этого следует делать?» «Ничего. Тебе намного легче справиться с зеленым туманом, чем со стражем. Ты нравишься духу источника, а страж был явно не для твоего характера. Его ты по-настоящему не видел». «Наверное, потому что он мне не понравился. А если бы понравился? Ведь некоторым тот страж, которого я видел, наверняка показался бы красивым. Они смогли бы одолеть его?» «Нет, никак ты не поймешь. Совершенно неважно, нравится тебе страж или нет. Пока ты будешь испытывать к нему хоть какое-то чувство, он останется неизменным, чудовищным, красивым или каким-то там еще. Но если ты будешь бесстрастным, он превратится в ничто. Нет, он никуда не денется, и в то же время он превратится в ничто». В утверждении, что столь грандиозное явление, как страж, может превратиться в ничто, оставаясь тем не менее перед глазами, не было никакого смысла. Я подумал, что это одна из алогичных предпосылок системы знания Дона Хуана. В то же время я не сомневался, что он сможет объяснить мне это, если захочет. Поэтому я спросил: «Что ты имеешь в виду?» «Ты думал о его омерзительности. Он был жутких размеров. Он плевался. Он был чудовищем. Ты знаешь, что подразумевается под всеми этими понятиями. Поэтому для тебя страж все время является чем-то таким, что ты знаешь, что тебе известно. И пока это так, увидеть его невозможно. Я уже говорил тебе, страж должен превратиться в ничто, оставаясь неизменным перед тобой. Он должен оставаться на месте и в то же время быть ничем». «Ну как это? Дон Хуан, это же абсурд». «Да, но таково видение. О нем невозможно говорить. Чтобы научиться видению, нужно видеть. С водой у тебя явно нет проблем. Тогда ты ее почти видел. Вода – твой конек. Тебе осталось только отработать технику. Кроме того, у тебя есть могучий помощник – дух источника». Кстати, о духе источника. Этот вопрос меня очень интересует. Тебя может интересовать все, что угодно, но говорить о духе источника, находясь на его территории, не стоит. Здесь о нем лучше даже не упоминать, иначе он схватит тебя, и никто уже не сможет тебе помочь. Так что помалкивай и думай о чем-нибудь другом. На следующее утро, около 10 часов утра, Дон Хуан вытащил из чехла трубку, набил ее смесью, дал мне и велел отнести на берег канавы. Держа обеими руками трубку, я умудрился расстегнуть рубашку и засунуть трубку за пазуху. Дон Хуан нес 2 циновки и поднос с тлеющими углями. Мы сели на циновке в тени деревьев бреа на берегу у самой воды. Дон Хуан положил в трубку уголек и протянул ее мне. Я не испытывал ни опасений, ни особого энтузиазма. Почему-то вспомнилось редкостное чувство интереса и благоговения, возникшее у меня во время второй попытки видеть стража. Уже после того, как Дон Хуан объяснил, кем страж является на самом деле. Но сейчас не было никаких эмоций, кроме любопытства, хотя Дон Хуан и предупредил меня, что на этот раз я, возможно, по-настоящему увижу воду. Дон Хуан заставил меня выкурить не одну, а 2 трубки подряд. В какой-то момент он наклонился ко мне и в самое ухо прошептал, что собирается научить меня использовать воду для перемещения в пространстве. Он наклонился так близко, что почти касался губами моего уха, и велел смотреть не вглубь воды, а сосредоточивать внимание на ее поверхности,
до тех пор, пока не появится зеленый туман. Снова и снова он повторял: все внимание концентрируй на тумане, пока не перестанешь различать что бы то ни было еще. Потом я услышал его слова: смотри на воду прямо перед собой, но не позволяй ее журчанию увести тебя. Если ты уйдешь со звуком воды, я не смогу найти тебя и вынуть. Теперь вперед, в зеленый туман, и слушай мой голос. Я все слышал и понимал чрезвычайно ясно. Сосредоточенно глядя на воду, я ощутил нечто вроде физического удовольствия, какое-то неопределенное наслаждение, похожее на внутренний зуд. Я долго всматривался, но зеленого тумана все не было. Неожиданно я потерял контроль над глазами. Может, я моргнул, а может, закрыл глаза на чуть более длительное время. Где-то на секунду или просто не смог уследить за фокусировкой. Но, как бы то ни было, вода остановилась. Движение полностью прекратилось. Я словно смотрел на изображение неподвижной ряби, мастерски написанное маслом. Потом вода зашипела, словно в ней мгновенно образовалась масса пузырьков углекислого газа. Через мгновение я увидел, что шипением сопровождался процесс медленного распространения зеленой материи, своего рода постепенный беззвучный взрыв, превративший воду в зеленый туман, который распространялся, пока полностью не окутал меня, заполнив собою все пространство. Я был погружен в него до тех пор, пока острый, протяжный и резкий звук не всколыхнул все вокруг. Обычные черты водной поверхности снова появились перед глазами, и я как бы влился в них. Звук оказался ничем иным, как диким воплем Дона Хуана. «Эй!» Он орал у самого моего уха. Потом велел мне внимательно следить за его голосом и, снова погрузившись в туман, ждать, когда он меня позовет. Я по-английски ответил «Окей» и услышал его хохот, похожий на гусиное гоготанье. «Пожалуйста, не разговаривай», — сказал Дон Хуан. «Давай впредь обойдемся без твоих «Окей». Я слышал его очень хорошо. Звук голоса был мелодичным и прежде всего дружелюбным. Я знал это не думая. Уверенность в том, что он именно таков, возникла и промелькнула в сознании без каких бы то ни было формулировок. Голос Дона Хуана приказал мне сосредоточить все внимание на тумане, но не поддаваться ему. Он несколько раз повторил, что воин не должен поддаваться ничему, даже собственной смерти. Я снова погрузился в туман и обнаружил, что это, оказывается, вовсе даже не туман. По крайней мере, он не соответствовал моему представлению о тумане. Туманоподобное явление было составлено из мельчайших пузырьков, которые мягко вплывали в мое поле зрения, пересекали его и уплывали прочь. Какое-то время я их созерцал, но потом громкий далекий звук оторвал мое внимание от концентрации на них, и я снова видел только зеленое аморфное туманоподобное свечение. Звук повторился и рассеял туман. Я сидел на берегу оросительной канавы и смотрел на воду. Звук повторился еще раз, гораздо ближе. Это был голос Дона Хуана. Дон Хуан говорил, что мне следует следить за его голосом, потому что другого проводника у меня нет. Он велел смотреть на берег и на растительность прямо перед собой. Я увидел тростник и небольшое пространство, где тростника не было, маленький заливчик, из которого Дон Хуан обычно набирал ведром воду. Через несколько секунд Дон Хуан велел мне возвращаться в туман и снова попросил внимательно следить за голосом, потому что он будет указывать мне, как научиться перемещаться. Он сказал, что, едва увидев пузырьки, я должен буду взобраться на один из них и позволить ему меня нести. Я подчинился и сразу же провалился в зеленый туман. Потом появились пузырьки. Голос Дона Хуана воспринимался как очень странный и пугающий грохот. Услышав его, я тут же перестал видеть пузырьки. «Заберись на один из пузырьков», — услышал я. Я изо всех сил
старался одновременно сохранять восприятие пузырьков и слышать голос. Не знаю, сколько времени я боролся, однако в какой-то момент осознал, что все же могу слушать Дона Хуана, не теряя из виду пузырьки, которые все плыли и плыли, пересекая поле моего зрения. Дон Хуан настойчиво требовал, чтобы я зацепился за один из них. Мне стало интересно, каким образом это можно осуществить, и я автоматически спросил «как?». Слово было похоже на буй, на котором я всплыл из глубин своего существа. Я услышал свой голос. Он звучал как собачий вой. В ответ Дон Хуан взвыл по собачьи, а потом добавил несколько завываний койота, после чего рассмеялся. Я подумал, что это действительно смешно, и тоже засмеялся. Дон Хуан очень спокойно сказал, чтобы я цеплялся за пузырек. «Погружайся в туман», — велел он. «В туман». Я вернулся в туман и обнаружил, что движение пузырьков замедлилось, и они стали величиной с баскетбольный мяч. Теперь они были такими большими и двигались так медленно, что их можно было как следует рассмотреть. Это не были пузырьки. Они не походили ни на мыльные пузыри, ни на воздушные шары, ни на какие-либо сферические емкости. В них ничего не содержалось. Они не имели границ и в то же время сохраняли форму и двигались. Не были они также и круглыми, хотя в самом начале, только начав их различать, я был уверен, что они круглые, и пузырьки были первым образом возникшим в сознании. Я смотрел на них как через окно, рама которого мешала мне проследить весь их путь. Они вплывали в поле зрения, пересекали его и уплывали прочь. Однако стоило мне перестать считать их пузырьками, как я тут же смог следить за ними, что в свою очередь позволило мне зацепиться за один из них и поплыть вместе с ним. Я действительно чувствовал, что двигаюсь. Фактически я сам был пузырьком или чем-то напоминающим его. Затем я услышал голос Дона Хуана. Его звук настойчиво толкал меня, и я утратил это ощущение. Звук был ужасно пугающим. Он слышался откуда-то очень издалека. Впечатление было таким, словно он выкован из металла, и произносит его какой-то жуткий громкоговоритель. «Посмотри на берег». Я увидел большую массу воды и слышал ее шум. «Посмотри на берег», — снова велел Дон Хуан. Я увидел бетонную стену. Шум воды стал ужасающе громким. Он поглотил меня и внезапно прекратился, как будто его отключили или обрезали. Я провалился в ощущение черноты, сна. Я осознал, что лежу в канаве. Дон Хуан что-то бормотал и брызгал водой мне в лицо. Потом с головой окунул меня в воду, вытащил за шиворот, подтянул к берегу и оставил лежать в воде, уложив голову на край канавы. Рукам и ногам было очень приятно. Я вытянул их. Глаза болели от усталости. Я поднял руку, чтобы их протереть. Это оказалось очень трудно. Рука была тяжелой, мне едва удалось приподнять ее над водой. Но, сделав это, я обнаружил, что она вся покрыта зеленым туманом. Сама рука выглядела темным пятном в массе тумана, окруженным интенсивным зеленоватым свечением. Я поспешно вскочил на ноги и, стоя по колено в воде посреди канавы, посмотрел на свое тело. Оно было глубоко зеленого цвета. Цвет был настолько интенсивным, что вызвал ощущение вязкости и текучести. Я был похож на фигурку из «Корня дурмана», которую Дон Хуан сделал для меня несколько лет назад. Дон Хуан велел мне выйти из воды. Я обратил внимание на его тон. Это был приказ. «Я зеленый», — заявил я. «Прекрати», — сказал он. «У тебя нет времени. Вода уже почти поймала тебя. Убирайся оттуда быстро». Я в панике выскочил на берег. «На этот раз ты должен подробно рассказать мне обо всем», — сказал Дон Хуан таким тоном, словно это само собой разумелось. Последовательность событий, однако, его не интересовала. Он хотел детально знать только одно, что я видел после указания смотреть на берег. Я описал стену. Он спросил,
Стена была справа или слева от тебя? Она была прямо передо мной. Нет, она должна была быть либо справа, либо слева. В то мгновение, когда ты только заметил ее, где она была? Закрой глаза и не открывай, пока не вспомнишь. Он встал, и пока я вспоминал с закрытыми глазами, развернул меня лицом на восток. Так я сидел на берегу. Потом он спросил, в каком направлении я двигался. Я ответил, что вперед. Тогда он потребовал, чтобы я вернулся к тому моменту, когда увидел пузырьки. «Как они двигались?» — спросил он. Дон Хуан требовал, чтобы я вспомнил, и, наконец, я признал, что пузырьки вроде бы двигались вправо. Но я был не настолько в этом уверен, как ему хотелось бы. В результате учиненного мне допроса я осознал, что не способен классифицировать свои переживания. Сначала пузырьки двигались вправо, но потом, когда их размеры увеличились, они стали появляться отовсюду. Некоторые наплывали прямо на меня, остальные двигались во всевозможных направлениях. Были пузырьки, которые проплывали над и подо мною. Они были везде, со всех сторон. Я вспомнил их шипение. Вероятно, восприятие пузырьков осуществлялось не только визуально, но и на слух. Когда пузырьки выросли до такой степени, что я смог взобраться на один из них, стало видно, как они трутся друг от друга, подобно детским воздушным шарам, связанным в гроздь. Мое волнение усилилось, когда я вспомнил подробности моего восприятия. Но Дона Хуана, однако, это не интересовало. Я сказал ему, что видел шипение пузырьков. Это было не чисто слуховым или визуальным эффектом, а чем-то неопределенным, тем не менее кристально ясным. Пузырьки терлись друг от друга. Я не видел и не слышал их движения, я чувствовал его. Я сам был частью этого движения и звука. Воспоминание потрясло меня. Я нервно схватил Дона Хуана за руку. Я понял, что у пузырьков отсутствовала внешняя граница, и в то же время они находились в какой-то среде, контуры их непрерывно менялись и выглядели какими-то неровными, зазубренными. Пузырьки сливались и разделялись с огромной скоростью, но их движение не слепило. Они двигались быстро и в то же время медленно. Рассказывая о своем переживании, я вспомнил еще одно – окраску пузырьков. Они были прозрачными, очень яркими и казались почти зелеными, хотя это и не было цветом в привычном смысле. «Ты отклонился от темы», — сказал Дон Хуан. «Это все не важно. Ты цепляешься за мелочи. Единственное, что имеет значение, это направление твоего движения». Я мог вспомнить только то, что в моем перемещении не было точки отсчета. Но Дон Хуан решил, что если сначала пузырьки двигались в основном вправо, то есть на юг, значит, следует обратить внимание именно на это направление. Я вновь попытался вспомнить подробности. Когда Дон Хуан меня позвал, и я, так сказать, вынырнул, стена была слева. Она поднималась из воды совсем рядом, и я мог различить отпечатки опалубки, в которую заливался бетон и которая, похоже, была сделана из узких, плотно сбитых досок. Стена была очень высокой. Я видел один ее конец со сглаженным углом. Какое-то время Дон Хуан сидел молча, как бы задумавшись о смысле моего переживания. Наконец он сказал, что ожидал от меня большего. Чего большего? Он не ответил, а только выпятил губы. Ну ладно, все равно ты молодец. Сегодня ты узнал, как Брухо использует воду для перемещения. Но я видел... Он с интересом взглянул на меня и сказал, что я сам смогу ответить на этот вопрос, но только после того, как еще много раз побываю в зеленом тумане. Он немного изменил тему разговора, пояснив, что мне все же не удалось в полной мере научиться использовать воду, а удалось только узнать, как это делается в принципе, и что он специально велел мне посмотреть на берег потока, чтобы я мог убедиться в реальности перемещения. «Ты перемещался очень быстро», — сказал он, — «прямо как маг, хорошо владеющий этим приемом.
Мне было тяжеловато за тобой угнаться. «Ты не мог бы мне объяснить все сначала?» — попросил я. Он засмеялся, медленно и как бы с недоверием покачал головой. «Вечно ты все хочешь знать сначала. Но начала не бывает вообще. Любое начало существует лишь в нашем воображении. А мне кажется, все началось тогда, когда я курил, сидя на берегу», — сказал я. «Но перед тем, как дать тебе трубку, я знал, что именно с тобой нужно сделать. Может, мне и следовало объяснить тебе это, но я не могу, потому что это уведет меня совсем в другую сторону. Поэтому лучше не думай ни о каком начале, тебе будет легче. Ладно, пусть так. Тогда расскажи, что происходило после того, как я сел на берегу и выкурил трубку». «Но ведь ты сам уже об этом рассказал», — со смехом заявил он. «То, что я рассказал, важно, Дон Хуан?» Он пожал плечами. «Ты очень хорошо вспомнил все мои команды, без осложнений входя в туман и выходя из него. Потом ты слушал мой голос и выбирался всякий раз, когда я тебя звал. Это была тренировка. Дальше все просто. Ты позволил туману себя унести, действуя при этом так, словно отлично знал, что делаешь. Когда ты забрался очень далеко, я позвал тебя и заставил взглянуть на берег, чтобы ты понял, как далеко тебя занесло. А потом я вытащил тебя оттуда. Ты хочешь сказать, Дон Хуан, что я и в самом деле путешествовал с водой?» «Да, и притом очень далеко». «Насколько далеко?» «Ты вряд ли поверишь». Я упрашивал, чтобы он ответил, но он заявил, что должен ненадолго уйти. Я настаивал, требуя хотя бы намека. «Мне не нравится, когда меня держат в неведении», — сказал я. «Ты сам себя держишь в неведении. Вспомни стену, которую видел. Сядь сюда на циновку и вспомни все до мельчайших подробностей. Тогда, может быть, до тебя дойдет, где ты был. Я знаю только одно. Ты забрался ужасно далеко, потому что мне стоило огромного труда вытащить тебя оттуда. Если бы меня не было рядом, ты мог бы уйти навсегда. Тогда от тебя остался бы только холодный труп на берегу канавы. Тебе не удалось бы вернуться самостоятельно. Хотя, кто знает, с тобой ни в чем нельзя быть уверенным. Так что, судя по тем усилиям, которые от меня потребовались, чтобы тебя вернуть, ты был уже где-то...» Он помолчал, дружелюбно меня разглядывая. «Ну, если я добрался до гор Центральной Мексики, то мне даже трудно представить, куда занесло тебя. Наверное, в Лос-Анджелес, а может и в Бразилию». На следующий день Дон Хуан вернулся только под вечер. Пока его не было, я записал все, что смог вспомнить о вчерашнем путешествии. Занимаясь этим, я тщательно осмотрел берега оросительной канавы выше и ниже по течению от того места, где сидел. Меня интересовало, нет ли поблизости чего-нибудь такого, что могло бы вызвать в моем сознании образ бетонной стены. Я подозревал, что пока я был в трансе, Дон Хуан вполне мог заставить меня прогуляться вдоль канавы и по пути зацепить мое внимание за что-то напоминающее виденную мною стену. За время, прошедшее между первым появлением зеленого тумана и моментом, когда я выскочил из канавы, можно было проделать путь максимум в 3,5-4 километра. Вряд ли он мог заставить меня передвигаться быстрее. Поэтому я тщательно исследовал берег в пределах 4 километров вверх и вниз по течению. Но это была обычная прямая оросительная канава шириной около 1,5 метров на всем своем протяжении, и нигде не было ничего, хоть сколько-нибудь напоминающего бетонную стену. Когда Дон Хуан появился, я схватил его за руку, усадил и потребовал, чтобы он выслушал все, что я написал. Он слушал без улыбки, глядя вдаль. Судя по всему, он думал. «Надеюсь, ты уже понял», — слова его звучали сурово, — «что смертельно опасно все. Вода ничуть не меньше, чем страж. Если не следить за собой и не контролировать свои действия, она вполне может поймать и не отпустить. Вчера с тобой это едва не случилось. Но чтобы попасться, человек должен этого желать. В этом твоя проблема. Ты хочешь поддаться». Я не понимал, о чем он говорит. Неожиданным разносом он полностью сбил меня с толку.
Я очень мягко попросил объяснить, что произошло. Он нехотя сказал, что ходил в водный каньон, видел духа источника и теперь убежден, что свой шанс увидеть воду я упустил. «Как?» — спросил я с искренним недоумением. Дух — это сила, которая считается только силой. В ее присутствии нельзя быть слабым. Ты снова индульгировал. Когда? Вчера, когда позеленел, сидя в воде. Я не индульгировал. Я считал это важным моментом и потому рассказал тебе. Кто ты такой, чтобы думать или решать, что важно, а что нет? Ты ничего не знаешь о силах, с которыми входишь в контакт. Дух источника существует, и он мог бы тебе помочь. Более того, он тебе помогал до тех пор, пока ты не свалял дурака. А теперь я даже не знаю, что из всего этого получится. Ты уступил силе хозяина, и теперь он в любой момент может завладеть тобой. Что, мне не нужно было смотреть на себя, когда я позеленел? Ты отказался от себя. Это было неправильно. Я уже говорил тебе и повторяю вновь. В мире Брухо может выжить только воин. Воин относится ко всему с уважением. Он не идет напролом без необходимости. Вчера ты отнесся к воде без должного уважения. Обычно ты ведешь себя очень хорошо. Но вчера ты отказался от себя в пользу смерти. Ты поддался ей, как последний болван. Воин никогда не сдается, даже перед лицом смерти. Воин ни у кого не идет на поводу. Он сам по себе и всегда недоступен. Вовлекаясь во что-то, он всегда полностью осознает, что делает. Я не знал, что сказать. Дон Хуан казался рассерженным. Меня это очень беспокоило, потому что таким он был со мной крайне редко. Я сказал, что понятия не имел, что делаю что-то не так. После нескольких минут напряженной тишины он снял шляпу и с улыбкой сказал, что мне нельзя больше здесь оставаться. Я должен уехать и не появляться в его доме до тех пор, пока не обрету контроль над своей слабостью и не перестану ей потакать. Он особо обратил внимание на то, что в течение 3-4 месяцев вода не должна касаться моего тела. Но я не могу обойтись без душа. Дон Хуан смеялся до слез. Ах, он не может без душа. Временами ты настолько слаб, что мне начинает казаться, что ты меня разыгрываешь. Но это не шутка. Иногда ты теряешь контроль, и силы твоей жизни легко захватывают тебя. Я возразил, что человек не может постоянно себя контролировать. Он сказал, что для воина не существует ничего вне контроля. Тогда я заговорил о роли случайностей в нашей жизни. Я сказал, что все происшедшее со мной в воде можно расценивать именно как случайность, поскольку я не знал о своем неправильном поведении и не осознавал его. Я говорил о различных несчастьях, происходящих с людьми, которые можно было бы объяснить случайностью. В частности, я упомянул о Лукасе, симпатичном старом индейце Яке, который сильно пострадал, перевернувшись на грузовике. «Мне кажется, невозможно избежать случайностей», — сказал я. «Никто не в силах полностью контролировать ситуацию и управлять всем, что вокруг него происходит». «Верно», — согласился Дон Хуан. «Но далеко не всякая случайность неизбежна. Лукас не воин. Если бы он был воином, знающим о своем ожидании и о его цели, он ни за что бы не сел за руль пьяным. В скалу он врезался только потому, что был пьян, и не за грош покалечил свое тело. Воин всю жизнь отрабатывает стратегию, а ты хочешь найти смысл жизни. Воин не заботится о смысле. Если бы Лукас жил как воин, а у него такая возможность была, как, впрочем, она есть у любого другого, он организовал бы свою жизнь стратегически. И если бы он даже не мог предотвратить аварию, в которой ему раздробило ребра, он смог бы смягчить удар или избежать последствий, или же преодолеть их. Если бы Лукас был воином, он не сидел бы сейчас в своей полуразвалившейся лачуге, медленно умирая от недоедания. Воин сражался бы до конца. Я предложил взять в качестве примера самого Дона Хуана. Я спросил, что бы он делал, если бы попал в аварию
и лишился, скажем, ног. Если бы я ничего не смог сделать и потерял бы ноги, я больше не оставался бы полноценным воином. Поэтому я ушел бы к тому, что ждет меня там. Он обвел рукой все вокруг. Я сказал ему, что он неправильно меня понял. Я имел в виду, что никто не может предвидеть все случайности, подстерегающие его в повседневной жизни. Я могу сказать тебе только одно. Воин недоступен. Он никогда не стоит посреди дороги, ожидая, пока что-нибудь его пришибет. Он сводит к минимуму возможность возникновения непредвиденных ситуаций. Того, что люди называют случайностями, почти всегда можно легко избежать. Обычно такие вещи происходят с дураками, вся жизнь которых сплошное разгильдейство. Но ведь невозможно 24 часа в сутки думать и жить стратегически, сказал я. Представь, например, что кто-то дожидается тебя с мощной винтовкой, снабженной оптическим прицелом. Он может уложить тебя с расстояния в полкилометра. Что ты сделаешь в подобной ситуации? Дон Хуан недоверчиво взглянул на меня и расхохотался. «Так все-таки, что ты сделаешь?» — настаивал я. «Если кто-то ждет меня с винтовкой?» «Да, если кто-то спрятался и ждет тебя. У тебя не будет ни единого шанса. Ты ведь не сможешь остановить пулю?» «Нет, не смогу. Но я все равно не понимаю, к чему ты клонишь. Да к тому, что в подобной ситуации никакая стратегия не поможет. О, еще как поможет. Если кто-нибудь будет ждать меня, вооружившись мощной винтовкой с оптическим прицелом, то меня просто там не окажется.